Рассказ называется «Охота на кабана». Кабаны из всех зверей, водящихся в Забайкалье, самые пугливые и боящиеся человека. Но при защите самые отважные и свирепые. В самом деле, здесь нет ни одного хищного зверя, который бы мог сравниться с кабаном при обороне в храбрости и злобе. В русском народе есть пословица: на медведя идешь, соломки берешь, на кабана идешь, гроб тащи. Решил я стать охотником по даче жены. Должно же быть хоть какое-то хобби у тебя по выходным дням. Лежишь, весь диван раздавил уже, сказала моя ненаглядная жена. Предо мной стал выбор, на кого охотиться. Подумал я и решил, что зайцы и всякие там глухари – это не для меня. Надо что-то покрупнее, посерьезнее. Мне повезло. Набиралась бригада на кабана. Сбросились, купили лицензию, договорились с егерем на субботу. С собой мы взяли маринованное мясо на шашлыки, овощей разных набрали, картошки, ну и, конечно, спиртное. Мне все больше начинала нравиться охота на кабана. Егор, так звали нашего егеря, сказал, что охотиться будем с вышек. Я их там хорошо прикормил, телегу овса высыпал, говорил егерь. Стадо должно в эту ночь обязательно прийти на кучу с овсом. Стрелять будем самца, ему уже лет 5. Самку только не зацепите, у нее поросята. Пока мы шли, Егор наставлял нас. Имейте в виду, идущего кабана можно услышать издалека, но если он почует опасность, то останавливается, резко выдыхает характерным фуком и бесшумно исчезает. Так можно легко профукать добычу. Поэтому я прошу вас не курить, не разговаривать и по возможности не шуршать. Кабаны, они плохо видят, но прекрасно слышат. Самое главное, мужики, в этой охоте – выдержка. Придя на место, я увидел так называемые вышки, которые располагались с 3 сторон на деревьях от кормушки. На расстоянии примерно 3,5 метра от земли к деревьям были приделаны небольшие деревянные площадки, на которых с трудом умещалось по 2 человека. Предварительно мы обмазались кабаньим пометом. Сидим и воняем, по-другому и не скажешь. В лесу стоит такая звенящая тишина, что отчетливо слышен даже шелест падающих листьев. Сижу, а ноги затекают, иногда меняю позу. Уже стемнело, поглядываю на напарника, тот внимательно с винтовкой на изготовку всматривается во тьму. Я вздыхаю, тоже пытаюсь смотреться, но ничего не вижу. В голову лезут услышанные случаи с охоты на кабанов. Вспомнил один. Знакомый рассказывал, как один кабан с пробитым сердцем прошел не 1 десяток метров и даже потом нанес людям увечья. Там муж с женой собирали грибы, а тут сикач выскочил, ну и покалечил их. Слава богу, живые остались. Ну так вот, как только кабана убили, его сразу кастрировали, чтобы не вонял. Когда снимали шкуру, в боковой броне нашли 2 заросшие пули. Когда свешали кабанчика, мясо было почти на 250 килограмм. Просидели так до рассвета. Утром слезли, размялись, перекусили в сухомятку, залили в шашлык уксуса, чтоб не протухло мясо, и опять по насестам. Напарник тихонечко стал рассказывать про свою первую охоту на кабана. «Представь картину. Зима была», — начал он. «Слышу треск, хруст ломающихся ветвей, и кабан величиной с годовалого теленка, с пеной на морде, с прокусанными во многих местах боками, облитый кровью, он очутился недалеко от меня. Из ноздрей клубы пара, мчится во всю прыть. Приложил винтовку к плечу и спустил курок. Раздался выстрел, но я промахнулся. И эта махина с яростью разворачивается и бросается на меня. Выхватил из-за пояса охотничий нож, хотел дать ему отпор, но поскользнулся и, растерявшись от этого вконец, бросился бежать. Кабан за мной. Поначалу стрелять никто не решался. Я был на линии огня. Опасались попасть вместо зверя в меня. Кабан был уже рядом. И тут я спотыкаюсь и падаю мордой в снег. Охотники сразу, как по команде, начали стрелять в него. Та охота благополучно закончилась для меня и печально для кабана. Я все думаю, а если бы он меня догнал? Аж мурашки по коже. Короче,
И вторую ночь мы просидели впустую. Честно скажу, во вторую ночь я даже умудрился заснуть. Злые и голодные мы слезли с вышек, сложили в одну кучу ружья, переломив их, как положено. Затем разожгли костер и стали жарить шашлык. Успели уже хорошо расслабиться и прогреться изнутри, благо водка с собой была. Вдруг Егор замолчал, прислушался и резко сказал: «А ну-ка тихо». Он напряженно всматривался куда-то в кусты багульника. Мы оглянулись, из кустов выбежали маленькие полосатые поросята. Затем показалась мамаша. Кабаниха, увидев нас, резко мордой позакидывала поросят обратно в кусты. Они летели в кусты, как мячики, и тут же все скрылись. И вдруг из тех же кустов вышел, я так думаю, их папа. Огромный кабан, килограммов примерно под 300. Нас всех как ветром сдуло с пикника. Про оружие даже никто и не вспомнил. Мест на вышках хватило не всем. Кто успел залезть на вышки, тем крупно повезло. Мне просто сильно не повезло. Мое секундное оцепенение сменилось здравым смыслом, и я с тропы прыгнул на ближайшую сосну. Вот ведь, что сила страха перед опасностью делает с человеком. В одну секунду я взобрался на 2-метровую высоту по совершенно ровному стволу. Видимо, осознав свою ошибку или опешив от моих способностей, в 3 метрах от сосны кабан остановился. Он стоял и жадно втягивал пятаком окружающий воздух. Сначала я держался просто ногами и руками, потом с большим усилием поднялся повыше, а эта вражина стояла там внизу и страшно многообещающе фыркала. Через некоторое время показалась мама со своим выводком. Видимо, они были очень голодны, раз вернулись, несмотря на наше присутствие. Теперь мы наблюдали, как кабаны, которых мы ждали 2 суток, поедали шашлыки и все остальные наши припасы. Я висел на дереве с затекшими ногами и руками. Я боялся даже пошевелиться. Тут мне вспомнились слова жены про хобби. Я стал проклинать эту охоту, этого долбаного кабана, который, как ощетинившийся динозавр, злобно фыркал там внизу. Проклинал егеря Егора, который, по-моему, должен был все предусмотреть. В итоге поклялся самому себе, что на такую охоту я больше не пойду. Пусть на нее сумасшедшие ходят, типа моего напарника, с которым я сидел на вышке. Мало ему от кабана досталось. Еще раз приехал, я огляделся, ища глазами, где этот самоубийца и на каком дереве он интересно висит. Увиденное меня не обрадовало, а скорее еще больше разозлило. Напарник, в отличие от меня, комфортно сидел один на вышке и снимал телефоном происходящее. А ведь ясно было сказано егерем, чтобы оставили все мобильники в машине. Теперь все будут ржать, как я висел на дереве. Рядом на соседней вышке вместилось аж 4. Интересно было бы посмотреть, как они туда, на эту вышку, одновременно забирались. И тут началось. Егор скомандовал, чтобы кабана с дальней вышки отвлекли. Оттуда шумнули. Кабан, разбрызгивая пену на морде, метнулся в их сторону. Егор рванул к винтовкам. Кабаниха прекратила жрать, поросята продолжали копаться и чавкать уже в кормушке, так как нашу еду они благополучно всю сожрали, превратив наш стол с расстеленной скатертью на земле в перекопанное месиво. Кабаниха резко фыркнула. Поросята, как по команде, прекратили чавкать и быстро скрылись в кустарнике, из-за которого они появились. В этот момент прозвучали выстрелы. Это стрелял Егор. Кабан осел на задние ноги, но тут же вскочил и ломанулся в кусты, за которыми скрылось его семейство. Все охотники слезли со своих насестов и разобрали винтовки. Я же долго растирал затекшие ноги и руки и слушал, что говорил Егор. Не спешите, спешить сейчас не надо. Он ослабнет от потери крови и сам заснет, а почуяв, что его преследуют, уйдет. Значит так, со мной пойдут ты, Саня, и ты, Костя. Они ушли. Я недоумевал, почему мы все вместе не пошли, но молчал. Ничего не спрашивал, так как другие тоже молчали. Прошло минут 20, и тут до нас донесся выстрел. Минут через 10 из леса вышел Костя.
Кабан действительно залег, говорил Костя. Но когда мы к нему подошли метров на 50, он поднялся и пошел в сторону горы. И больше, чем на 50 метров не подпускает. Идет на передних ногах, а задний волочит по земле. Нужно обойти его. Пошли за мной. Пока шли, услышали 3 выстрела. И через минут 5 еще один. Наконец увидели Егора и Александра, которые сидели на поваленном дереве и курили. Было хорошо видно, как у Сани тряслась от перенапряжения рука с сигаретой. Перед ними лежал кабан. Они возбужденно рассказывали, перебивая друг друга. «Хорошо, что Санька ему в глаз попал», — сказал Егор, облегченно вздыхая. «А то распотрошил бы он нас. Зверь, одним словом. В гробу я видел такую охоту. Приеду домой. Дам жене ружье. Пусть на следующие выходные сама едет отдыхать на охоту. Я туда больше ни ногой. Надо еще с напарником поговорить, чтобы фотки мои в интернет не вылаживал. Позорище, одним словом. На охоту нужно ходить по своей воле, а не потому, что вас туда жена отправила». Спасибо всем, что слушали меня. Подписывайтесь на мой канал.